Всем привет, добро пожаловать на 40-й юбилейный выпуск подкаста Russian Progress, подкаст для изучения русского языка натуральным способом через прослушивание контента на русском языке. К этому выпуску, как и ко всем, есть полная транскрипция с переводами самых сложных слов на английский язык, доступная на Патреоне. Patreon — это сервис, через который вы можете поддержать проект Russian Progress и получить за это дополнительные бонусы, транскрипции, эксклюзивный контент, видео и, опять же, просто поддержать то, что я делаю. Этот подкаст доступен на всех, наверное, площадках, самых популярных площадках для подкастов, и также недавно он стал доступен и на канале Russian Progress. Поэтому для тех, кто смотрит этот подкаст на YouTube, сразу объясню, почему я в куртке и почему я в шапке. В шапке я, в принципе, всегда, потому что так просто удобнее, волосы тебе не мешают. А в куртке я, потому что все-таки у нас сейчас уже зима, 1 декабря, и довольно-таки прохладно. Я сейчас нахожусь в прекрасном городе Сочи. Это на данный момент, наверное, самый теплый город в России сейчас. Здесь сейчас у нас 15 градусов, все же довольно прохладно, поэтому я в куртке. И извиняюсь сразу за шум, потому что я сейчас на балконе. Позади меня прекрасный вид, и я подумал, что, наверное, лучше записать этот выпуск с видом на зелень, чем на шкаф кухонный, да? На кухонный гарнитур. О чем сегодня я хотел поговорить с вами. Сегодня, записывается. Сегодня я хотел бы поговорить с вами об Инстаграме, точнее, о моем опыте 1 месяца без Инстаграма. В ноябре я решил не заходить в свой личный Инстаграм-аккаунт и также в Инстаграм-аккаунт Russian Progress, который я по большей степени использую в рабочих целях, но и на самом деле нет. Больше всего я его использую, чтобы смотреть всякую хрень. И, в общем, это не очень продуктивно, ворует Инстаграм очень много времени и заставляет тебя обращать на какую-то совершенно лишнюю, ненужную информацию. То есть он уже стал таким новым телевизором, только контент все-таки довольно низкого качества там, как правило, потому что никакого барьера, никакого препятствия ни у кого нет в создании контента в Инстаграме. Ты просто берешь камеру, записываешь и выкладываешь. Все-таки дальше у нас идет YouTube, где тебе нужно смонтировать ролик, потом у нас идет, фильм, тебе нужно написать сценарий, нанять актеров, все организовать. И таким образом у нас есть разный уровень сложности контента, те же самые книги, то есть ты можешь прочитать пост в Инстаграме, либо ты можешь прочитать статью в интернете, либо ты можешь прочитать исследование или книгу на какую-то тему. То есть это все разные по уровню контента, и я подумал, что контента такого примитивного, такого непроверенного, который вызывает просто негативные эмоции, слишком много, и я решил просто на месяц отказаться от Инстаграма. Плюс я его очень много использовал, очень много смотрел, что там происходит, сам много выкладывал, непонятно зачем, для чего, то есть просто по инерции какие-то действия, ты это делаешь, увидел что-то красивое, надо обязательно выложить в Инстаграм. В общем, я решил провести эксперимент и месяц не заходить в Инсту. И сейчас я это проделал, сейчас у нас 1 декабря, и сегодня я в Инстаграм зашел, посмотрел, и, если честно, мне больше не хочется туда заходить, то есть хочется физиологически, но я понимаю, что минусов использования Инстаграма лично для меня больше, чем плюсов. Так вот, какие вообще впечатления? Для начала, когда я перестал заходить в Инстаграм, я не заметил никакой разницы, все было нормально. Я не заметил никаких там
улучшений в концентрации, внимании, в каких-то других качествах. В общем, все было то же самое. Единственное, что я заметил, то, что я начал компенсировать нехватку Инстаграма Ютубом. Я начал больше смотреть видео на Ютубе, тогда я был еще в Новосибирске, и я часы и часы проводил, там, просматривая ролики разные, полезные, неполезные, на языках, на русском. В общем, просто тратил свое время там. Почему? Потому что на улицу особо не выйдешь, в Новосибирске уже было довольно холодно, сейчас уже там минус 10 где-то, и долго гулять ты не будешь. А дома что тебе делать? Ну и плюс я живу в частном секторе там, куда ты выйдешь? Во двор, ну вышел во двор, 10 минут постоял и зашел обратно. Все, то есть единственное, что тебе остается, сидеть дома, как-то коротать время, и я его тратил на YouTube. Когда я это заметил, это где-то уже 2 недели без Инстаграма, я подумал, что надо избавиться и от Ютуба, на время хотя бы. Потому что какая разница, куда ты смотришь, там, в Инстаграм или на Ютуб, в Инстаграм или в Ютуб, ты в любом случае смотришь в экран. И если посмотреть на себя со стороны, твоя жизнь проходит вот так. Ты сидишь и просто пялишься в экран. Это еще один момент, который меня заставил задуматься о том, что это не совсем правильно. То есть я хотел бы проживать свою жизнь и видеть не то, что сняли другие, хотя я сейчас сам записываю видео, а сам видеть это все своими глазами. И тогда я подумал, что мне нужно просто вырваться из среды, которая не располагает к этому. То есть Новосибирск, где ты не можешь исследовать мир, ты не можешь гулять, там, изучать места, потому что тупо холодно. Постоянно сидеть в каких-то кафе, заведениях, это дорого. Но дома ты сидишь на Ютубе, смотришь ролики. Книги читать мне не хотелось, аудиокниги даже слушать тоже, потому что, ну, это сложнее гораздо, чем посмотреть видос. И опять же, почему я смотрел так много видео, потому что у нас есть определенная, у всех людей есть потребность в получении информации. Это еще с древнего человека, я не знаю, то есть тебе нужно получать информацию о внешнем мире, и сейчас мы получаем ее из Инстаграма, из Ютуба, в основном, да, ну, кто-то смотрит телевизор, кто-то слушает радио, ну, в общем, нам нужен какой-то канал, потому что мы не можем постоянно перемещаться по миру, там, нас держит работа и так далее, вот, поэтому мы смотрим в экраны. Я не хочу смотреть постоянно в экран, поэтому я взял билет, полетел в Казань к своей подруге, там с ней, в общем, 3 дня пообщался и поехал дальше, в общем, в Краснодар, где просто будет тепло, где можно будет гулять. Ну, из Краснодара поехал в Сочи, потому что в Краснодаре уже был, а в Сочи не был. Вот, теперь я тут. Когда я отказался от Ютуба, ну, не то чтобы полностью отказался, я просто отписался от всех каналов и перестал заходить на главную страницу Ютуба, где тебе предлагают ролики, ну и пытался как-то более осознанно подходить к выбору роликов, постоянно замечать, что я долго смотрю, ну, некоторые дни вообще не смотреть. Когда я это сделал, у меня резко появилось желание слушать аудиокниги, потому что что тебе еще остается делать? Тебе хочется потреблять информацию. Я узнал о книге «Цифровизация», как социальные сети и компьютеры влияют на наш мозг, что-то вроде того. В общем, там как раз говорится о том, что нам нужно получать информацию о внешнем мире. За это нас мозг вознаграждает разными гормонами, такими как дофамин, эндорфин и серотонин. Вот. Когда я отказался от простого, легкодоступного контента, мне захотелось просто слушать аудиокниги. Я постоянно их сейчас слушаю, каждый день, наверное, часа по 3, когда гуляю. И вот за последние 2 недели, наверное, я прослушал книг, ну, наверное, 8 или 10 уже. То есть очень быстро поглощаются книги, потому что, ну, тебе хочется получать информацию, но ты ее не получаешь из Инстаграма и из Ютуба. Плюс у меня с глазами что-то там стало, то есть я стал как-то мутно видеть и подумал, что стоит, наверное, поменьше пялиться в экран. Ну и вот, собственно, месяц без инсты мне понравилось, я стал более
внимательным. То есть, когда я слушаю аудиокниги, сегодня я заметил, вот зашел в Инстаграм, и постоянно ты отвлекаешься, хочется зайти, там, посмотреть, что там происходит. А когда ты отключен от этого полностью, ты и не хочешь, то есть ты забываешь, что это вообще есть, живешь в реальном мире, исследуешь его, гуляешь, знакомишься с реальными людьми, взаимодействуешь с ними. Я больше стал общаться со своими близкими, то есть фото там, из мест, в которых я нахожусь, я стал отправлять вместо Инстаграма им напрямую, и мы как-то больше начали общаться. Ну, и это, мне кажется, очень здорово. Так вот, сегодня мне сложно было слушать аудиокнигу, потому что я постоянно отвлекался мысленно на Инстаграм, но обычно я слушаю и могу концентрироваться там, несколько часов. Ну, понятно, иногда я отвлекаюсь, но, в общем, гораздо лучше концентрация. Что еще? Какие еще положительные эффекты? В целом это просто зависимость, это легкодоступный дофамин, то есть ты выкладываешь фоточку, тебе прилетают лайки, ты такой, ой, как классно, ты вроде социализируешься, ты общаешься с людьми, но это такое общение на минималках, то есть ты переписываешься, я вообще ненавижу переписываться, потому что ты не видишь эмоций, ты как-то долго и глубоко не можешь пообщаться с человеком, потому что это переписка, это неудобно. И ты, особенно вот для меня, для человека, который создает контент, это вдвойне плохо, потому что мне хочется как-то выразиться, что-то сказать, о чем-то рассказать, что-то показать, и я это делаю не на YouTube-канале, например, а в Инстаграме. Когда я сделаю это уже в Инстаграме, на YouTube-канале я ничего не делаю, потому что, я удовлетворил эту потребность. Я думаю, что от Инсты надо как-то дистанцироваться. Если не отказываться полностью, то более осознанно к этому подходить. Например, сегодня я такой подумал, что почему бы мне не пользоваться, не заходить в Инстаграм только стоя. Вот, например, я много прошел, я устал, хочу отдохнуть, и чтобы мне было некомфортно пользоваться Инстаграмом, ты просто делаешь это стоя, а когда ты ложишься, ты не пользуешься телефоном. Ну, что-то вроде того, в общем, есть разные лайфхаки, но это дело каждого, заходить туда, пользоваться, не пользоваться. Мне кажется, что слишком много там лишней информации, то есть все люди, о которых тебе интересно узнать, я думаю, можно напрямую с ними общаться, звонить им, писать им. Если это человек, с которым вы не знакомы, то познакомьтесь, не знаю, как-то зачем следить за людьми вообще, которых вы не знаете, с которыми вы никогда не встретитесь. Ну, я еще понимаю, если это какой-то там гуру и так далее, но в Инсте, мне кажется, каждый второй сейчас гуру, и слишком много поверхностной информации, обывательской, вот, отчасти, которую я сейчас делаю. Но вы-то учите русский язык, поэтому любая информация полезна. Так что напишите о вашем опыте с Инстаграмом, с, может, другими социальными сетями. Как вы думаете, вы вообще зависимы от них, или вы можете не заходить, или вы не заходите? В общем, дайте знать, что думаете. Ставьте лайк обязательно, если досмотрели до этого момента, если дослушали, напишите отзыв в iTunes или в другом приложении для подкастов. Спасибо, и мы с вами услышимся в новых подкастах и увидимся в новых видео. Всем пока!